Смотри, Матео, это ипподром. Вон лошадки уже к забегу готовы. Вау, какой отсюда вид, конечно, вообще шикарный. Смотри, сколько много народу. Сейчас будут проходить скачки. Это Рио-де-Жанейрский ипподром. Вот такой вот он. Конечно, это не такой, как в Аргентине, но тоже киса. Да, очень колоритно. Матео, ну. Матео пошел за кошками. Ладно, мы не будем ждать скачек. Пойдем искать выход. Здесь целый стенд лошадей. Арочка. Да, вот лошадки, вот лошадки. Здесь делают ставки. Скачки пошли, скачки. Начались скачки. Но мы уже идем. Так, ну что, мы идем дальше. Ну что, мы с Матео поехали к Иисусу. Сейчас мы покажем первую нашу остановку. Сейчас мы пересаживаемся на автобус и едем еще на автобусе. Вот такая здесь кафешка. И вот такой вот прекрасный вид. Да? Классный вид, Матео. Матео, конечно, в шоке. Он думает, блин, такая высота. Очень классный вид. Куда забираться не надо. Да, этим горам, этим скалам по 2 миллиарда лет. Красивый вид очень отсюда. Ладно, мы идем к Татьяне. Матео, пошли. Народу очень огромное количество людей, но можно здесь как бы переплатить в 2 раза, и ты можешь быстрее все это сделать. Поэтому, если вы едете с ребенком, то лучше, наверное, заплатить. Здесь еще футбольная команда к нам. Так, сейчас загружаемся. Следующая остановка уже Иисус. Иисус. Да, давай не будем богохульствовать. Дома не доедем.
5 минут на все про все у нас вышло. Хотя там была очередь километровая. Да, мне кажется, там часто только в очереди состоишься. Ну, мы заплатили 150 тысяч песо. Заплатить за это. Конечно, красиво. Вот, смотри, рельсы есть на этом поезде. Ну, это такой туристический больше Ну да, без детей. здесь без детей. Были бы мы вдвоем, конечно, было бы по приколу нам все это было, да? Походить, посидеть, стоять в очередях, полазить. Может, даже пешком не пошли. Получается, сколько реалов получилось? 500 реалов получилось. Мы сейчас заплатили за посадку в этот автобус, чтобы доехать. Два места, ребенок бесплатно. А ну это туда-обратно. Ради такой экскурсии. Особенно если... Так можно, короче, закладывать. Такие повороты здесь просто бешеные. Водитель Шумахера. Матео не усечь. Ладно, включимся уже около Иисуса. Ну что, мы прошли. Сейчас остался путь только наверх. Смотри, сколько здесь народу. Все поднимаются наверх. Вау, какой классный вид. Иисус. Вот и все. В принципе, я наверху. La Cina si puso ahí. Ah, fai pure, noi dobbiamo andare in bagno, ci troviamo al bagno. Vem tu aqui. Если вы спортсмен, то можно, в принципе, подняться по лестнице. Здесь вот такие памятники. Как красиво. Татьяна там с Матео. Да, ну вот. Вот сколько здесь народу. Здесь солнце жарит, просто жесть. Огромное количество людей. Детям, конечно, здесь Qual é o dia que você vai fazer 40 anos? Fala pra mim. не очень будет. Да, жалко, город не видно. Но может сейчас немножечко подразойдется. Его, конечно, не всегда видно. Просто пропасть в бездну. Так, конечно, очень эпично. Но чисто на один раз. Что, мы с Матео добрались до Иисуса. На самый верх. Сейчас все в тумане. Очень много народа. Да, Матео решил перекусить. Да, конечно, здесь очень эпично. Да, Матюнь? Тебе нравится? Он говорит, да, ему очень нравится.
что, мы переехали на район Копакабана. И здесь прям другая у нас Бразилия. Совсем по-другому выглядят улицы. Взгляните, какой перед нами открывается красивый туннель. Да, Матео? Здесь очень колоритно. Конечно, здесь много бомжей, намного больше, чем... Здесь качалка стоит такая, да, Матео? Здесь памятник стоит. Сейчас мы здесь вам покажем туннели. Машины выезжают. Да, машины выезжают. В туннеле. Это наше дерево. Красивое дерево. А это у нас Брагунха. У них все памятники такие. Да, танцоры. Вот такой здесь небольшой скверик. Давай за руку подержу тебя, Матео. Давай. Мы с Матео покачаемся. Да, Матео? Жарко. Так скользко. Руки совсем не держатся, скользят. Так, теперь начинает Матео заниматься. Сейчас Матео позанимается, и мы идем в сторону океана. Да, здесь очень классные туннели на самом деле. Такая гора и туннель. Люди все едят. Очень много кафешек. Там уже океан. Сейчас пойдем к океану. Аккуратнее. Отбегаем. Обойди. Пошли. Давай, побежали. Здесь рядом сахарная голова, кстати. Да. Да, скинь, пожалуйста. Сейчас. Здесь принцесса Изабель, статуя. Классная вообще просто. Мы продолжаем прогуливаться по побережью Копакабаны, океана Атлантического. Кстати, вот отель Хилтон. Там вдали остался у нас туннель. Здесь ремонтируют. Да, что хочу сказать по поводу еды. Кстати, мы сейчас ходили, купили пиццу, соки и еще готовую еду. Там рис с рыбой. И все это вышло практически около 39 тысяч песо. На самом деле здесь еда не такая дорогая по отношению Аргентины, Буэнос-Айреса. На данный период времени в Буэнос-Айресе все подорожало. Все, мы идем занимать наш зонтик, который мы купили утром, и будем купаться, отдыхать. Огромное количество здесь ресторанов. Кстати, да, мы еще купили пару банок пива Бахра.
Да? Матео песни поет. Что случилось? Холодные? Грей на солнышке. На солнышке грей. Снимается, летит. Всем нашим подписчикам привет. Мы в Рио-де-Жанейро, город на берегу океана в Бразилии.
Потрясающий ландшафт. Я сейчас нахожусь в районе Нитрой и приехала посмотреть эту величественную постройку Оскара Немейера. Это бразильский архитектор. И это тарелка, которая приземлилась здесь, на этом ландшафте. Она очень здесь символична. Многим она напоминает, смотрите, какое отражение. Многим она именно напоминает летающую тарелку. Как будто это НЛО спустилось. Здесь обрыв. Дальше пути нет. И с тех районов смотрится она очень так величественно. В 1991 году ее начали строить, строили 5 лет, и архитектору было уже 89 лет. Представляете, вообще я просто мечтала увидеть ее со своего практически ранней любви к архитектуре, когда я познакомилась, потому что Немейер работал с Ле Корбюзье. Вот она я. Он работал в 30-х годах с Ле Корбюзье, и я обожаю этого архитектора, и они много вместе что сделали. Мне очень нравится такое футуристичные фасады. Я так пригорела, просто ехала сейчас. Вот это тоже известные жилые домики были построены, вот эти балкончики в таком вот стиле. Пригорела, потому что ехала я на мотоцикле. Очень хотела доехать быстро. Мы с другого берега через этот мост, самый длинный мост в мире. Это просто не поездка, а какая-то мечта. Как же здесь красиво. Очень красиво. Смотрите, просто на эту картинку я делаю фотографию, и у меня просто мурашки по коже. Это очень красиво. Какой-то невероятный вообще пейзаж. Я не хотела снимать видео. Я просто так хочу поделиться. Это просто какой-то невероятнейший пейзаж. Это постройка Оскара Немейера. Это летающую тарелку, которую я мечтала посетить. Вот я здесь. Я не знаю, что это такое, но тут какая-то экспозиция. Чьи-то, наверное, хвосты. Не совсем понятно. Ну, это, конечно, просто сказочная картинка. Да, очень красиво. Тут тоже непонятно, что за экспозиция со стульчиками. Да, что-то со стульями, наверное, связано. Ну, к сожалению, португальский мы совсем не знаем. Боже мой, это красиво. Ой, как это красиво, просто невероятно. О май гад. Это очень красиво. Там, видимо, детей столько, видимо, какая-то, может быть, детский сад или какая-то школа, они в этом месте.
Попробую чуть подняться наверх. Я прям впечатлилась. Невероятно круто. Ну, что-то в этом есть. Тем более, это музей современного искусства. Классно. В камере даже больше отражается картина, чем же в жизни. Кориха. Вот он остался за мной, музей современного искусства. Я пошла немного прогуляться, в сторону уже, естественно, выезда. Я ехала через самый длинный мост, и сейчас я поеду через него обратно. В общем, ощущения, конечно, классные. Я очень мечтала его увидеть. Ну и вообще здесь район такой интересный. Здесь, кстати, на пляжах меньше волн. Вода темнее, в океане она светлее, но она здесь мутнее, это понятно. Здесь почему-то не очень много отдыхающих туристов, но это такой уже более жилой район. Видно, что здесь мало туристов, больше уже все для жизни, прям сильно заметнее. Конечно, Копакабана такое место, которое больше, большинство туристов. Сейчас я сделаю напоследок фотографию. Как красиво. Блин, как классно. Да, здесь впечатляющие виды во все стороны. Так, сейчас я посмотрю на карте, но не на следующем. Можно повернуть, можно и здесь, наверное, пойду посмотрю. Пока никого нет. Перебегу и пойду вот здесь по тени. Пройдусь немного. Посмотрю местности, что здесь вообще у нас. Ну, не сказала бы, что прям супер безопасно. Ну, так, нормально. Кстати, заметили тоже столько проводов. Ужас. Что на Южная, здесь прям Южная Америка. Мне кажется, как будто я иду в каком-то районе, типа по Палермо, не Чика, наверное, вот это старый, или Бельграно, вот Бельграно, наверное. Что Риколета, она более старая, а вот Бельграно туда, вот я в каком-то таком райончике иду. Прям Бразилия. Не знаю, почему я повторяю это постоянно, но просто очень колоритно и
и колоритные люди, и какие-то такие события вокруг, все такое интересное. Но не как там, не как в Рио на том другом берегу, по-другому. Небо, наверное, там. Пойти. Потихоньку. Ладно, отключаюсь. Поеду домой.